Всем привет! Сегодня будет немного необычный видеообзор. Видеообзор будет на посылку, которую я ждала из Украины, вот с такими заготовками. Я заказала почти все виды заготовок, кроме шаров и сердец. Хочу вам показать, как они выглядят вживую и их размеры. Помимо заготовок, я еще заказала готовые окрашенные игрушки в виде сосулек. В Инстаграм у меня спрашивало несколько человек, где я беру заготовки, и просили рассказать и показать. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет интересен. Приятного просмотра. Заготовки выполнены аккуратно, без каких-либо дефектов. Швы идут с двух сторон, абсолютно на каждой заготовке. Посылку в Беларусь я ждала 2 недели. Заготовки были упакованы очень хорошо. Материал, из которого сделаны заготовки, достаточно плотный, поэтому в принципе повредить такую игрушку будет тяжело. Пример вы видели верхушку, сделана абсолютно аккуратно, и вот эта следующая заготовка, которая мне очень понравилась, называется она ежик. Очень интересная форма у этой заготовки, я думаю, со стразами будет смотреться просто шикарно. И еще одна интересная заготовка, называется юла, достаточно большая. Думаю, на елке такая игрушка будет смотреться очень интересно. Я уже вся в нетерпении, хочу быстрее их начать декорировать. И следующая заготовка — это сосулька с такими вот элегантными изгибами. Заготовки сделаны из одного материала, единственное, они отличаются по цвету. Как видите, верхушка самая светлая, затем идет светлее ежик, затем уже темнее юла, и самая темная заготовка — это сосулька. И последний вид заготовки, который я заказала, это звезда. Сама по себе звезда уже смотрится очень нежно, хотя еще даже не добавлен декор. Могу сказать точно, что посылка я своей довольна, и теперь давайте покажу вам уже готовые окрашенные игрушки. Заказывала я из готовых только сосульки вот в таких 2 цветах. Это сосулька белая глянец и сосулька мята перламутр. Окрашенные игрушки аккуратно, и вы знаете, мне очень нравится цвет и блеск этой краски. Эти окрашенные сосульки я буду использовать для создания больших наборов, и поэтому я заказывала только в определенных цветах. Как видно на видео, краска лежит идеально ровно, без подтеков, и блеск очень насыщенный. Пока не забыла, сразу скажу, что ссылку на заготовки я оставлю в описании под видео. И еще упомяну один важный момент, что в горячий сезон они продают только уже покрашенные игрушки. На заготовки просто не хватает рук. Поэтому, если вы хотите чистые заготовки, их можно будет уже заказать после праздников. Так только происходит именно в горячий сезон. А на протяжении всего года вы можете заказывать абсолютно любое количество и любые чистые заготовки. Ну и теперь давайте приступим к примерке и узнаем, сколько наши заготовки в сантиметрах. Верхушка в длину 27 сантиметров. И сейчас еще померяем диаметр самого большого круга на ней. Получается, в диаметре будет 25 сантиметров. Верхушку я уже примеряла на елку, смотрится отлично, поэтому считаю, что размер идеально подходит как и для небольших елок, так и для очень больших. Сейчас померяем ежика, и в объеме ежик будет 25 сантиметров. Получается немного меньше, чем пенопластовый шар диаметром 8 сантиметров. И сейчас померяем в длину, если так можно сказать, 9 сантиметров. Следующая заготовка — это юла. Получается, что в длину она идет 14 сантиметров. А если измерять по объему юлу, то идет 32 сантиметра. Получается, что юла по габаритам самая большая заготовка. Вот и на нее, в принципе, расход уже будет побольше различного декора. Скажем так, что цепи со стразами понадобится много. А следующая заготовка самая маленькая по объему. В длину она идет 7 сантиметров, в ширину она идет 4 сантиметра. И если мерить сбоку, то выходит 3 сантиметра. Несмотря на то, что заготовка это самая маленькая, думаю, на нее декор уйдет столько же, как и на остальные, так как игрушка сама по себе не фактурная. И последняя заготовка — это сосулька в длину 12 сантиметров, и еще измерю на самой большой точке, получается 16 сантиметров. И вот так заготовки выглядят в цифрах. Надеюсь, что для вас эта информация будет полезной и интересной.
интересной. А сейчас у меня к вам предложение. Пожалуйста, напишите в комментариях, на какую заготовку вы бы хотели увидеть первый видеообзор. Как видите, у вас хороший выбор. Можно начать со сложного, это с верхушки, либо же начать с простого, с сосульки. Вы пишите свои варианты, и по выбранной вами заготовке я сниму видеообзор, как ее красиво задекорировать и, скажем так, сделать из нее настоящую елочную игрушку. Поэтому, если кто-то из вас искал хорошего поставщика по елочным заготовкам, пожалуйста, обращайтесь к ним. И еще хотела добавить, что пока я делала заказ, было очень приятное общение, отвечали абсолютно на все мои вопросы, все рассказывали и подсказывали. Было очень приятно сотрудничать. И, кстати, я чуть не забыла, к заготовкам еще идут держатели. Ну, тут вы уже сами решаете, использовать их или не использовать. Держателей такое же количество, как и заготовок. Сейчас я вам покажу, какой объем работы мне предстоит. Это вот такое количество мне пришло заготовок, ну, в том числе и готовые покрашенные сосульки. Так что будем трудиться вместе с вами. Процессом я буду делиться через видеообзоры. А дальше я с вами поделюсь еще одной радостью. Ко мне прилетела зефирная глина. У себя в стране я ее не нашла, и благодаря моей подписчице она мне подсказала, у кого заказать. И вот я уже сегодня ее получила. Поэтому скоро поделюсь с вами видеообзором на эту глину. Еще хочу сказать спасибо своей подписчице. Очень вы мне помогли. Ну и на сегодня это все. Надеюсь, видеообзор вам понравился и был интересен. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!